Поехали. Кольцо. А где мы? Конечная. Конечная, как называется? Вам куда надо-то? Большая монетная. Проспал ты свою монетную. Выходить-то будешь? А вы обратно поедете? Тогда билет покупай. Что, денег нет? Вообще нет. Ну не полицию же мне вызывать. Сам из полиции. А мой сосед после пол-литра президент Аргентины. Слушайте, я из полиции, я еду с больницы. У меня удостоверение, выписка. Мне все свистнули. Что такси не вызвал? Так я вышел, трамвай подошел. Я сел. Вы не смотрите, я не пьяный. Я нормальный. Я все верну. Мне на работу надо. На меня там дело шьют. Надо разобраться. Ты уверен? Обещай мне, что вернешься. Обещаю. Ладно, поехали. Здорово! Здорово. Маш, а что за фигня-то? Чего ты молчишь? Давай поговорим. Я вот ехал в трамвае, мне это всего обчистили. И ни удостоверения, ни телефона, ничего нету. Башка трещит. Ты мне можешь по-человечески объяснить, Маша, что здесь происходит? Где мои вещи? Планерку на полчаса раньше перенесли. Паш, свистни отсюда, дай поговорить. Да, сейчас иду. Маш, или ты обижаешься на то, что я тебе не объяснил, как я там оказался? Да я сам не знаю, Маш. Помнишь, 5 лет назад я после аварии в головой ударился, я же ничего не понял. Так я и сейчас ничего не помню, Маша. Маш! Экспертиза не может установить. Ну что за бред? Как это понимать? Экспертиза не может установить. Ну что за бред? Романцов в отпуске. ОСБ копает что-то. Как вы себе это представляете? Отобрал у Полянкина табельное, выстрелил в него, потом пошел на кухню и выстрелил себе в грудь. Ты думаешь, был кто-то третий? Слушайте, я не понял, а у вас что тут, между собойчик? Ну, кстати, всем добрый день. Спасибо большое, что вы меня не навещали в больнице. Очень тронут. Что дальше? На Чепыгина по-ножевому. Свидетель указывает совсем другого человека. Сколько вам еще надо? Пару дней. Хорошо. У кого еще что? У вас там как? Все справляетесь? Да, пока нормально. Да что ж нормально, ты у вас соврал по всем делам. Мне звонили из Петродворцового района, рекомендовали хорошего парня. Чего у него хорошего? Да, я тоже слышала, что хороший. Завтра позвоню. Слушайте, а чего вы все молчите? У вас что, бойкот, что ли? Все свободны. Я тут, короче, еще удостоверение потерял, вот рапорт. Борис Петрович, я не хочу на больничный. Правда. Давайте это как-то дело разрулим. Ну, послушайте, я не знаю, как я оказался в этой квартире. И что я там делал, клянусь. Здравствуйте. Это Пивоваров Борис Петрович из Левобережного района. Скажите, пожалуйста, а кто сейчас замещает Павловского? О,
Куда несешься на всех скоростях? Че, против потока пошел? В смысле? Не боишься, что папа заругает, что ты со мной заговорил? А, да слушай, забей ты на них на всех. Ты же знаешь, Петрович отходчив. Слушай, ты сам посуди. Находят на непонятной квартире убитого опера из местного отдела, из собственного табельного оружия. Тут ты такой красиво лежишь с его ПМом в руках. Еще не говоришь, как ты там оказался и что вообще произошло. Да я не помню. Ты экспертизу видел? Видел. И чего? Третий там был. Уверен? Да все уверены. Только для УСБшников выгоднее, чтобы это ты сделал. А чего же они меня не закроют? Не знаю, может быть, ждут подходящего момента. Ну, ясно. Слушай, ты бы пару недель отсиделся на больничном. Петрович все уладит, ты же знаешь. По дружбе. Сделай мне копию экспертизы. Или хотя бы по трупу Полянкина. Нет, ты что, это исключено. Нет. То есть ни во дворе, ни в подъезде вы никого не видели? Ну как, я же вчера вашему коллеге рассказывал. Мы на улице с соседом обсуждали его новую машину. А дверь открыли своим ключом? Слушайте, сколько раз вам можно повторять? Дверь была закрыта на нижний замок, что странно. Привет. Получается, ее можно закрыть как снаружи, так и изнутри. Можно, Ну хорошо, вы открыли дверь своим ключом. да. Зашли. Ваши дальнейшие действия. Какие действия? Я увидел этого жмура, потом на кухне увидел второго, который еще живой. Пьяный он был, не помнит толком ничего. И сразу вызвали полицию. Сразу. А чего вы здесь прячетесь? Я не прячусь, я просто чай пью. А вы были здесь на месте преступления? Нет, я пришла как раз уже позже, когда врачи были и полиция. Вас тогда реанимировать начали. Скажите, а ключи точно не пропадали? Может быть, у кого-то из соседей? Да нет, вроде. Да у нас тут трое всего осталось, или хуже в Москве, да. Виталий Сергеевич, вспомните, пожалуйста, это очень важно. Вы из найденных в квартире людей точно никогда раньше не видели? Может быть, в подъезде, на улице или здесь? Да вроде нет. А вы видели пистолет? Не видела, но слышала, как главный эксперт сказал, что оружие не может быть в руке, если вы себе в грудь стреляли. В грудь? Пуля попала в бронежилет. Я был в бронежилете. Бред какой-то. Так сказали. Нет. Слушайте, долго еще? Мне надо собираться уже на смену. Скажите, вот тот человек, которого вы обнаружили на кухне, у него точно было оружие в руке? Да я не помню. Не помню. Я его как только увидел, сразу выскочил на лестничную клетку 112 звонить. Все. Пока все. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Маша. Маша, здесь еще один свидетель, Маша. Маша, ну ты хоть девушку допросила, она явно что-то знает. Подвези меня хотя бы. А то сил нет.
Алло. Алло, Никита Сергеевич? Он больше здесь не работает. Ну, это архив. Архив? Андрей Мезенцев, Левобережный РОВД. Мне бы кое-какую информацию пробить. Приезжайте. Да, но… Неофициально? Да. А что вас конкретно интересует? Меня интересуют все дела, связанные с Чугунным переулком 16. Чугунный 16? Да. Приезжайте вечером. Разберемся. Какой дом многострадальный. В 1937 году 18 человек было арестовано. В 1938 еще 7. Правда, 2 вернулось. Блокадные годы 24 от голода. Это не считая тех, кто на фронте погиб. Вы наизусть все помните? Да нет. Посмотрел, когда вас ждал. Вот, думаю, то, что вас интересует. Да, я в этом крыле у вас и не был. Так, а 80-е годы центральный вход с проспекта сделали, и сюда теперь только свои ходят. Ну, студенты иногда дипломы писать. Нормально. 4 трупа. Так громкое дело было, да. В газетах писали. Там вот во второй папочке вырезки из газет. Так, сейчас. Хотели повесить на соседа по коммунальной, а у него алиби. Получается, висяк. Получается, висяк. Да, хороший подарок ко дню милиции. Да. А можно вот это все? Вы знаете, копии не сделаю, а на телефон фотографируйте, пожалуйста. Да. С меня причитается. Это что вы мне, деньги предлагаете? Вы же со своей бедой пришли, а хотите мне деньги втюхать? За все надо платить. Да, везде нужны свои люди, а если их нет, то деньгами. Так у вас, да? Так точно. Да. Я вас прошу, пожалуйста, если вспомните что-нибудь, дайте знать. В долгу не останусь. А газетные вырезки разве не желаете сфотографировать? Да нет, достаточно. Ну ладно. Спасибо. Скажите, можно вопрос? А я когда-нибудь сюда приходил? А ко мне нет. Может быть, с центрального. Наверняка с центрального. Да, точно, с центрального. Да. Всего вам доброго. Да. Тут надо все закрыть. Нет никого, наверное. Вы бы хоть позвонили заранее. Или у вас, как у Кутузова, внезапность – самая беспроигрышная тактика. Добро пожаловать. Вы в прошлый раз так стремительно, не прощаясь, исчезли. Я думала, мы выше этих предрассудков вежливости. Если хотите кофе, идите на свет в конце тоннеля. Что? Я кухня, говорю, вы помните? Мне надо комнату осмотреть. И мою? Из соседей. А ордер? Ну, я в частном порядке. Я точно к вам не приходил? Если только пока меня не было. Прошу. Как звать? Елизавета Романовна. Андрей Викторович. Очень приятно. Можно? Угощайтесь. Только у меня растворимый. Вы, наверное, такой не пьете. Почему? Ну, так, для простых смертных. А я?
А у вас одни кроссовки, как вся наша мебель на кухне стоит. А где сосед-то? Виталик? А он в ночную, электриком тут на заводе. Как вы тут не боитесь-то одна, Чего бояться? Ну как чё? Привидений? Да их тут и до этого полно было. Тут в 78-м целую семью убили. И что? Да я мало что знаю, только то, что соседи рассказывали. А глава семьи кем был? Реставратором в Александровском дворце. А, так их грабанули. Да нечего было грабить. Обычная семья была. Котлеты? У меня конфеты. Да вы не стесняйтесь, они домашние. Не все эти ваши ресторанные финтифлюшки по стоимости моей квартирной платы. Давайте. Слушайте, но пирожки это уже лишнее. Это не пирожки, это оладушки. Ага. Вы же сами говорите, что у вас дома шаром покатил. До послезавтра. Почему до послезавтра? Ну, не знаю. Вы же теперь не остановитесь, пока правду не узнаете. Еще ваша напарница обещала к Виталику зайти. До послезавтра. Я не понял. Чем мы тут ищем?